Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Смирнов Аркадий Викторович, 17 октября 66 года рождения. Сколько вам полных лет? Полных мне 55. 55 лет. Да. Ваше звание, должность? Я фельдшер 7-й роты. По военному билету я рядовой. Вы рядовой по военному билету. 55 полных лет. Это добровольная беседа. Мне нужно ваше согласие на записи в публикацию. Я согласен на добровольную беседу. Единственное, извиняюсь за дикцию, так как в связи с тем, что у меня в данный момент отсутствует моя вставная челюсть. Да, вот тут просто сразу будет Да, куча здесь комментариев. никакой связи нету. Я это только потому, что я ее утерял. То есть вам Физического не выбивали насилия зубы? Нет. У вас был протез, Нет, и да, вы его потеряли? да. Я понял. Ну, вы взрослее меня на порядок. Вы опытный человек, по идее. Но очень вызывает сомнения насчет... Ладно. Расскажите, как вы жили до войны. Ну, мы называем это не спецоперацией, а войной. Понятно. Ну, я работал на скорой помощи в городе Вышневолочке. Ну, когда началась вся эта война, Да. с ваших слов, это самое, ну, у нас новости, новостные каналы, это маленько как-то людей стимулировало на что-то. И я отдал документы, ну, изъявил желание оказать помощь Донбассу. Оказать помощь Донбассу. Ну, как медицинский работник. Я понял. А как это было? Вы подали документы? В городе Вышневолочке я оставил данные. Из нашего областного военкомата мне позвонили, что приезжайте 3 числа. Все, на этом все кончилось. 3 какого месяца? 3 августа. Ой, извиняюсь. 3 июня. 3 июня. Да. Еще раз, что вас побудило написать документы в военкомат? Пропаганда наша. Пропаганда? Да, но у нас она, ну, скажем так, медицинских работников не хватает, нужно оказывать медицинскую помощь. Вот это именно мне и... Вы до этого служили срочную службу? Срочную, 85-87 год. 85-87. Да. Советский Союз, тогда Советский Союз был. Хорошо. Приехали вы в военкомат 3 числа. Что было дальше? Собрал документы, какие потребовались, и все. Ждал звонка. Ждали звонка. Расскажите, вам позвонили, Да, и вы приехали да. в военкомат. Ну, да. И что вам там рассказывали? Ничего. Даже не знал, куда поеду, что поеду, о Ну, чем поеду. вы приехали, вам же что-то говорят, рассказывают. Приняли документы, прошли тесты, ну, тестирование. Какое тестирование? Ну, тестирование, там ответы на вопросы, там много вопросов, отвечаешь на них. Ну, нам никто такого не рассказывал. Какие вопросы? Ну, там всякие, как относятся к тому, наркомании, там, туда-сюда. Ну, там очень много вопросов, там, абсолютно, конечно, касаясь всех тем. Это все, кого... Да, там обязательно тестирование. Понял. Прошли тестирование, и что дальше? Ну, дальше меня отпустили, сказали завтра утром прибыть. Я у дочки переночевал, с внуками пообщался и приехал утром. И загрузили машину, увезли, я уже оказался в Таманской дивизии. В Таманской дивизии. Да. Хорошо. Мы пока сейчас сделаем назад чуть-чуть. Расскажите про свою семью. Вы фельдшер на скорой помощи. Да, жена у меня тоже фельдшер. Тоже на скорой помощи. Нет, она сейчас уже пенсионный возраст. Пенсионный возраст. Да. А вам 55 лет исполнилось когда? 17 октября. Будет. Будет. Это 56 будет. Будет 56. Да.
Так, насколько я знаю, у вас служить можно до 55. А уже все до 60. Уже до 60 Да. разрешили? Я вот как раз попал в эту... Счастливчик, да? Да. Хорошо, а Так, дети сказать. есть у вас? Да, у меня дочь сейчас в данный момент. У меня сын есть, но сын это от первого брака, мы отдельно живем. Угу. Ну, они все в Тверской области, дети. Сын не воюет? Нет. Чего? Ну, я не знаю чего. Сколько вам пообещали денег? Да немного. И я, в принципе, об этом особо не думал. Была такая ситуация, что мне, ну, системно приелся, скажем я так. Мне приелось системно, я решил что-то поменять в жизни. Ну, есть Скучно такое. жили? Ну, да, бывает такое, что вот что-то не Однообразие, хватает. типа? Что-то, ну, на любом производстве бывает пик, когда тебе переоценка ценности какая-то нужна, еще что-то. Сколько вы фельдшером проработали? Ну, в данном учреждении, где я работал, полгода. А до этого? Ну, у меня много работ было связано с давайте. медициной. Вы спешите куда-нибудь? Да нет, не спешу. Ну, давайте по порядку. Вот после армии После армии я устроился на скорую помощь. на скорую В помощь. городе Вышневолочке, да. Да. С какого у вас образования, я так понимаю, специальное? Да, у меня фельдшерское образование. Понял. Да, вот 80, получается, 6-й год вы уже на скорой 87-й. 87-й Да. год вы на скорой. Сколько Да. вы проработали на скорой помощи? Тогда? Да. Ну, тогда где-то, ну, год. Да, а дальше что было? Потом я на стадионе работал, Кем? фельдшером. Фельдшером. У вас вся жизнь связана с медициной? Ну, да, практически нет. Я пробовал себя в некоторых ипостасях. Давайте на стадионе местную команду там лечили, чинили. Ну, на стадион у нас общего плана стадион называл, там местная команда местной командой, а это по городу спортивные мероприятия, понял. футбол, Оказание хоккей, первой волейбол, Да, баскетбол. после долго на стадионе проработали? Ну, какое-то время, я сейчас точно даты не буду, Ну, 5 не лет. смогу сказать, ну, где-то так, да. Да, приблизительно. дальше. Ну, дальше тут у меня, еще на скорость, свадьба была, женитьба там, тудым-сюдым, Ага. связано уже с разводом пошла проблема Ага. там. 90-е Ну, там и- пошли. Да, я там и проводником поработал. Мир увидели. Ну, мир нет, я за границу меня трудно пустить. Были за границей? Нет, ни разу не За было. всю свою жизнь? Ну если тогда не читал, это за границу в Казахстан ездил. Ну, Всё. это Да, тогда Понял. не читал. за 55 лет ни разу за границей не были. границу. Загранпаспорта нет. Нет. Понятно. 90-е как прошли? Лихие. Ну, здесь... Я понял, есть что поговорить, да? Да нет, ну тут всякое было. Ну, Ну, расскажите. заморочек много было. Ну, судился я. Ну, судим я был. по вашим жестам это понял. У нас уже опыт с Вовой большой. Мы по какой статье? 161. 160. Ничего не говорит. Спросил, вы спросить, это про что там? Ну, Фабула? там грабеж. Грабеж. Да. Осудили, сидели. Да. Сколько отсидели? 5. 5. Когда вышли? Я думаю, эти даты все знают, я помню. 2002. Ну, конечно, ну, четко. Наверное, даже месяц знаете. И август. В августе. Ну, свобода. Что дальше? Свобода, счастье. Свобода, счастье. Так вы на лагере, да, или Нет, ну, Колония. зона. на зоне? Исправительная колония. Ну, скажем, да. А как ИК. иначе? Да, ИК. О, да, да. Все уже по блатной жизни, там можете выступать. За мне зачем? Я сказал, я к вам не вернусь. И все. А, и не вернулись. И не вернулся. Одного раза хватило. Да. Хорошо. Ну, интересно. Ну, 2002, что на родину возвращаетесь? Ну, я с нее не уезжал. А, там вы отсидели. Понял, хорошо. Что дальше? Ну, там у меня вот эта жена. Угу. И, ну, она старая моя знакомая, я ее знал еще по медицинскому училищу. Ну и новые чувства, новая жизнь Понял. по-новому. Старался вернуться в медицину, сделал все для того, чтобы вернуться в медицину. И вернулся, да. Да. Опять в скорую. Нет, сначала интернат для глухонемых. Затем, ну, там пошла вот такая ступенями.
Да. В медицину вернуться сложно, потому что везде Отпускаем уже всю эту как штуку. судимый, А, да. судимость уже Да, закрытая да, дорога. да, да, уже дорога очень И надо перекрывается. снизу начинать, чтобы опять... Конечно, ну там причем всяких манипуляций. Ну и, наверное, иногда, может быть, и этих. Ну, конечно, мы знаем. Но я ими не пользовался, поэтому у меня как Да, пронесло. с 2002 года по сейчас была медицина. Да, в основном медицина. Нет, я пробовал себя, я на стройках работал. Я честно, я ни в одной медицине не работал. Там 5 лет, если не... Ну, отучился, специализацию прошел, и, пожалуйста, устраивайся. Понял. Что вам такого ваша пропаганда рассказывала, что вы приняли решение ехать защищать? Ну тут, ну она, наверное, зеркально вашей. Донбассу надо помогать. Помощь мы оказываем. Вот такого плана. Давайте поподробнее. Вы, с учетом возраста, я так понимаю, телеграм-каналы нет. Нет, почему? Я есть телеграм-канал, я слежу, и у меня все это есть. Я бывает Мне периодически мне интересно, вы взрослый человек с нормальным таким жизненным опытом. Тюрьма, украл, выпил, свобода, видел. врач победил, но не вернулся, это главное. Да, вот это да. Семья, дети, Внуки. внуки. Вы говорите, вы видели телеграм-каналы. Вы не видели, что происходит? Но я видел зеркально вашему мнению. Зеркально. Как это, ну вот какой конкретно ролик или как конкретная информация поставила точку у вас в голове, что все, надо идти спасать Донбасс? Дети, гибель детей. Гибель детей. А что И там не Донбасс, а лечить людей. Главное, я не совсем маленько договорил. Я не хотел в армии, я хотел в госпитале работать. Я хотел конкретно ранений, помощь оказывать. Вот этого я видеть. Или там мирным жителям. Мне все равно. Ну не бегать Медицина- типа с автоматом. Нет. Я оказался в лесу. Я вынужден Медицинский даже, работник наверное, вам в лесополосе. поверить, потому что у нас таких... Так как хорошо, о военкомате вы же это говорили, что вы... Да, там решат, думаю, главное, как пересечь границу и туда попасть, и все. Я так думал. А там я в госпиталь как-нибудь устроюсь. Сколько вам денег обещали? Ну, военкомат, про зарплаты там все говорили, там такой Ну сколько? день и ночь об этом говорили, я даже толком не смогу сказать, но где-то вроде как приличная сумма. Где-то побольше 100 тысяч. Пусть будет 100 тысяч. А вы фельдшером сколько зарабатывали? На скорой, когда работал, где-то около 30 тысяч. Ну, в 3 раза больше. Ну, 3 раза больше, чем что. Ну. Да. Да, я согласен. У нас в Москве хорошо зарабатывают, а до Москвы добираться уже в моем возрасте как-то ездить туда-сюда, кататься. А людей много в неудобно. военкомате было, которые рвались? Нет, абсолютно мало. Во-первых, много было взрослых людей моего возраста, но их отсеивали. И вот как раз и получилось так, что в тот момент вышел указ, что можно до 60 лет. Отсеивали типа, что... По возрастные рамки. Конечно, взрослые люди не хотят пускать детей, куда-то в непонятную. Поэтому едут сами. Это типа вместо сына? Конечно, но не А я, что, я не есть- поехал вместе с сыном, но я знал людей, которые едут для того, чтобы сыновей не забирали. А есть скажем такое, так. типа, зовут сына, и можно прийти вместо него? Нет, этого нет. Просто сам, не говоря даже об этом сыну, ты замечаешь его, вот скажем так. Ну, чтобы дети не гибли, скажем. Вот так, понял. вот эта информация. По моральным, типа. Да, если я гибну, это одно, старый человек пожил маленько. А если гибнет молодой, это по-другому как-то выглядит. То, что берут вашего возраста, и то, что увеличили рамки до 60 лет, о чем это говорит? Неподготовленность. О бардаке маленьком. Неподготовленность в чем и кого? В общем,
Подождите, то, что берут именно меня, Ну, вы согласны, что в 55 лет бегать с автоматом это уже типа чуть-чуть занос? бегать это лишнее, конечно. Да, вот я же спрашиваю. То, Я- что ваша армия набирает, назовем это так, кого попало, вплоть до 60 лет изменили закон, о чем это может говорить? В данный момент это говорит о том, что там отсутствие командования, бардак, маленький бардак. Понял, маленький бардак. А то, что молодежь не хочет идти и набирают абы кого, Ну вы же знаете, какая сейчас молодежь, они дети. ну, дети. Они не взрослеют. Или они считают, что они взрослеют, но на самом деле нет. Они вон до сих пор в игры играют. Я же смотрю на ситуацию с другой стороны. Я гражданин Украины, и мне интересно, сколько еще может сюда прийти таких, как вы, убивать нас. Это не- Если будут идти такие, как вы, подготовленные спецназовцы, это нас устраивает. Ну, такие, как я, это же я медицинский работник. Это Ну, вас многое обманули. значит. Да, обман произошел. Да это не то, что обман, возможности не было даже серьезную помощь какую-то медицинскую оказывать. Возможности не было. Ну, вас взяли как мясо, назовем это, подготовленного профессионального фельдшера, который всю жизнь минус 5 лет был связан с медициной, и бросили в окоп. Ну да, практически так. и Но это есть. же бред, так не должно быть. Бред, так не должно быть. Вы должны были там где-то быть на оттяжке и Да, я был оказывать практически помощь. на самой передовой. Да, Да. я готов был оказывать помощь, я ради этого и ехал. И при этом вы еще говорите, что в военкомате молодежи нету и людей вообще нет. Мало народу. В Тверском мало народу. Это Тверской городской военкомат? Это областной. Областной военкомат? Да, да. Ну, мало народу это сколько? Ну, Сколько вас собрали тогда? Насобирали? нас повезли 4 человека. 4? Да. На Урале? Или там? Это не Урал, это Тверская область, это между Москвой и Ленинградом. Не-не-не, имеется на Урале, на машине. А, нет, нас нет. 4 это, там дали газельку. Газель, Соболь машина. И нас отвезли в Москву туда. Всё. Я могу сделать только вывод, что совсем с человеческим ресурсом у армии тяжело. Если уже вот так вот собирают, возят по 4 человека. Ну, я не могу тут здесь. Не, понятное дело, что вы всей правды не знаете. Я говорю конкретно про себя, как у меня получилось. Да, и последней точкой было это убивают детей на Донбассе. Ну да. Вы ехали оказывать Любая помощь. гибель ребенка это вызывает чувство. К тому же я сам уже дед. Да, вот именно вы дед и пришли убивать нас. Вы идейно сюда, получается? Я лечить шел. Лечить. А вы интересовались, сколько было убитых на Донбассе? Но я слышал, Сколько? гибнут от любого взрыва гибель, есть гибель. Сколько? Детские сады и так далее взрывались. Сколько? Конкретное количество Ну, людей. как вы думаете? Вот за 2021 год. Сколько погибло? В Донбассе? Да? Я не буду говорить цифры, это не очень Ну, красиво говорить почему? цифры, потому что я их не знаю. Ну, вот хорошо. Как вы думаете, сколько? Каждый день я слышу информацию о гибели. Погибло столько-то, столько-то людей. Число назовите. Ну, взрыв произошел, погибло 5 человек. Примерно. Каждый день такое на Да, Донбассе. да. Смотрите. Я вам открою статистику. Ну, мы говорим про эти 8 лет бомбили Бомбас. Да? Ну да. Количество убитых гражданских лиц в результате военных действий на территории Украины. 8 лет. Смотрите. Диаграмма. Всего за 8 лет 3400 человек. За 21 год всего было 25 человек. За 20 год 26 человек. За 19 год 27 человек. В первый год, 2014, 2800 человек. Это официальная статистика, я вам читаю сейчас.
Информация выше исключительно по убитым и только по гражданским лицам. Эта информация включает и проверенные данные от представителей ДНР и ЛНР. Например, согласно пресс-релизам представителей ЛДНР, за 2011 год погибли 7 человек в ДНР и 1 человек в ЛНР в результате боевых действий. Насколько я знаю, Это официальная статистика. Я понимаю, насколько я знаю, учитываются опознанные, Там только не было, опознанные. ну, там... а остальные идут по другим. Нет, это категориям. официальная статистика. Вот Что? поезд взорвался, только те, у кого документы, считаются жертвами поезда. Ну, Ну, аварии. только у нас там поезда не ездили. Нет, я образно говорю, Ну, чтобы смотрите. вам Я понимаю, смотрите, 25 человек за 2021 год. А вам по телевизору вещали, что каждый Нет, день я- по 5 человек. так, намного больше. Вы я слышал фельдшер. данные. Да. Давайте, сколько в сутки в России умирает людей от ДТП? Гораздо больше. Мы с предыдущим человеком Это- смотрели статистику. Это больше. В 2021 году погибло в ДТП 16 тысяч на территории Российской Федерации. Это типа 1200 человек в сутки, в месяц. Это поделить на еще 30, 40 человек в сутки у вас гибнет на дорогах. Мы же говорим, что за весь 2021 год погибло 25 человек. Ну, я не социолог. Что я могу? Я вот услышал вашу информацию. Нет, так это их информация. Я старался любую информацию принимать. Если Мне бы- все равно, чью Если бы вы информацию видели слушать. эту информацию до войны, Я бы удивился разнице. Ту, которую я знаю, и ту, которую вижу сейчас в данный момент. ну это же информация. Это разная Я же не информация. при- Я не получал такую информацию. У меня гораздо больше цифры. Ну, вас обманули, получается? Ну, пропагандой. Ну, получается, пропаганда, она и есть пропаганда. Пропаганда есть пропаганда. Хорошо, сколько вы нацистов здесь увидели? Лицом к лицу лица не увидать. Ну, сколько штук, хорошо. Ну, как я могу определить человека, если нацист, он не нацист, я должен общаться с ним как-то. О, ничего себе. Как вы себе представляете нациста? Ну, тут есть маленькая разница. Для меня нацист это тот, с кем воевали мои деды. Да. Таких, ну их, конкретно я вот в данный момент не видел, не встречался. Один из тезисов вашей пропаганды, что здесь нацисты убивают и мучают и захватывают власть. Моя пропаганда больше к Гиппократу относится, я о людях, Но о ехали-то вы здоровье. сюда по соображениям, здесь война, надо лечить людей. Лечить людей. Украина независимое государство? А как она будет зависима? Она и есть независимая. Независимое. Донецк, Луганск это что? Это Донецк, Луганск. Они находятся на какой территории? Донецк, Донецкий, Луганск, Луганский. В какой стране? Раньше в Украине. А сейчас где? Они же вроде отделились. Нет. Я видел подписание договора. Ну, никто не отделился. Если- То, что Душилин, Пенис, посчитал, что он что-то там отделил и получил банановую какую-то республику, это его просто влажная фантазия. Весь мир этого не признал. Я, допустим, вас понимаю, а вы меня поймите. Я Хочу понять, очень сильно хочу понять. знал, что они отсоединились. Я не видел другой информации. Весь мир говорит о том, что они не отсоединились, а вам вещали, что они отсоединились и независимое государство? Да, я видел, как они подписывали договор в Ну, Кремле. И все? Этого достаточно? Нет, ну я на референдум проходил, я не в курсе. Хорошо. Крым. Чей? Я изначально Крым, крымчан. Крым? Я в Крыму служил, ребят. Да, Я служил с киевлянами, служил. да. Я в Крыму служил в 85 году, мы с киевлянами служили, у меня киевляне были, с Донбасса ребята были, Да. с Улан-Удэ были.
Я в Крыму служил 2 года. Я понимаю. Для меня вот Вот. так все и осталось. Не было у Потом меня изменений Украина никаких. получила независимость. Да, да. Вы сами сказали, что Украина независимая страна. Ну, Что независимое произошло в государство. 2014 году? Нападение, захват Донбасса. Ну, не захватом, но военные действия были. Очень много людей Супер. А вы погибло, сказали, гибнут что приходит в голову, как говорят психологи, приходит самое правильное. Произошел захват Донбасса. Кто захватил и у кого и что? Так я правильно, не захват произошло. Первое слово война. дороже второго. Война, хорошо. Кого с кем? Донбасса с Украиной. Или России с Украиной? Нет, Россия в 14 разве воевала, Россия не воевала в Воевала. 14. Кто Я- такой Стрелков? Понятия не имею такого. Ну, у вас получается правда очень такая своя. Потому что зашли ваши военные на Донбасс и в Крым. Зеленые человечки, помните? Ну, в Крыму как-то мягко там произошло вот это смена режима, скажем так. Режима? Какого режима? Ну, того, какой был, стал. А какой был Ну, у нас проснулся режим? я утром, скажем так, а Крым, говорят, наши все. Крым ваш. Да. Ну, мне так сказали. Вооруженный переворот произошел. Ну, Если- переворот, да. Нет, ну вышли зеленые человечки с ваших воинских частей, которые были в Севастополе и по другим военным базам, без шевронов и нашивок. Окружили наши воинские части, Ну, на листиках А4 распечатали бланки, и под дулами автоматов произошел референдум. насколько я знаю, люди тогда не гибли. Не гибли, точнее гибли. Ну, Гибли. я вот об этом, у меня Гибли, информация, гибли. что 0 счет. Вы оккупант? Я нет. Я медицинский работник. Какой я оккупант? Когда началась Вторая мировая война? Ну, многие считают в 41 году. Ну, мне же не интересно мнение многих, они всей правды не знают. Вы лично когда, считаете, началась Вторая мировая война? В 39-м. В 1939-м. Достойный ответ. Вы, наверное, единственный военнопленный, который сказал, что в 1939-м. Все остальные говорят в 1941-м. Что произошло в 1939 году? Польша была захвачена. Захвачен. Дальше. Что произошло в 1941 году? Россию, Брест, Брестская крепость. Да. А ну, там, одним предложением, что именно произошло? Двинулись на Россию. На Войска. СССР. Да. Кто двинулся? Фашисты. Фашисты. Как их называли? И называют до сих пор. Нацистские войска вы это слово? Нет, ну, биоккупанта, там плакаты были. Ну да. Кто для нас, для всех, вот те вот фашистские войска, как мы их называем? Оккупанты. Оккупанты. Когда те фашистские войска двигались, у них были тоже фельдшеры. Ну, были? Ну да, фельдшера. Как мы фельдшеров должны называть? Медицинские работники. Стоп. Фельдшер с автоматом в составе какого-то там бригады СС идет по Бресту. Он оккупант? Если он оказывает медицинскую помощь, он медик. Прежде всего он Гиппократа принимал клятву. Любой медицинский работник принимает клятву Гиппократа. При этом любой медицинский работник Оказывает помощь абсолютно любому человеку. И обязан даже признаться, находясь в любом транспорте, что он медицинский работник, и он будет оказывать помощь, не глядя на кому он оказывает помощь. Хоть даже это будет любой человек, там нацист, не нацист, какая разница? уважаемый Он медицинский работник. кровотечение. Уважаемый медицинский работник, почему вы, когда вам дали автомат и послали в окоп, не бросили автомат и не сказали, я медицинский работник, воевать не буду? Чтобы не быть оккупантом, давайте, я же хочу разобраться, кто здесь Я медицинский работник. взрослый дядя, как-то стыдно, блядь. Ну, думаю, ладно, 3 месяца уж как-то. Еще раз задам вопрос, вы оккупант? Нет. Вы взрослый дядя, который знает о том, что в 1939 году началась Вторая мировая война, что оккупанты зашли и разорвали Польшу, потом они зашли в СССР,
Наши деды воевали, и ваш по-любому воевал. Убивали оккупантов. Не сильно разбирали, там, медик, не медик. Что произошло 24 февраля 2022 года? Вооруженные силы России вторглись в территорию Донбасса. Ну не вторглись, а Вторглись. зашли на территорию Нет, Донбасса. вторглись. Ну да. Как мы их должны называть? Ну это кто как? Я как? Наверное, оккупант. У меня есть какой-то еще вариант называть не оккупантом? Если вы житель Донбасса, то я согласен с вами. Нет. Кто такой житель Донбасса? Это Что такое Донбасс вообще? При этом, давая ответ, мы учитываем ваш предыдущий ответ, что Украина это независимая страна. Ну, я уже сказал, что деление-то произошло. ЛНР, ДНР, они даже между Никуда собой они не отделились. Это кто-то себе придумал, шифранул и старый... Не матюкаюсь. Ну, я Старый по- дебил Путин что-то там подписал, и никто этого не признал. Я-то по этим учебникам живу. Живете. Хорошо. Что товарищ опытный медик, взрослый дядька, делал в окопе с автоматом, стреляя в наших? Ждал 3 августа поехать домой. До 3 августа вы оккупант? С ваших слов. Не получится, ну, да нет моих слов, не получится сидеть на двух стульях и прикрываться клятвой Гиппократа. Включи, пожалуйста, свет. Ну, я Ну не... не получится, ну человек не может быть медиком и держать красный крест. А как бы я выглядел, если бы я встал бы и пошел домой? Вы бы выглядели нормально, потому кто что меня это отпустил бы? нормальный мужской поступок. А кто меня отпустил бы? Это другой вопрос. Вы пробовали? Я нет. Видел, Я как знаю- другие пробовали. Но они просто отказывались идти в окоп. Но они никуда не девались, они охраняли комбата. Очень уважительное к ним отношение у меня. Они не отказались воевать. Они с автоматами комбата охраняли. Ну, по крайней мере, ну, А мы так в окопе торчали и торчали. смотрите. Мы украинцы не видели ни Смотрите, одного. мы можем долго и нудно ходить по этому кругу. Вы взрослый человек, зрители посмотрят, и ну, я думаю, они сделают какие-то свои выводы. То есть я не хочу вам переубеждать. Да, я согласен У с меня вами. есть хорошо. четкие- Я понял, Ну, то есть чему вы для говорите. меня- Я себя, вот лично я себя оккупантом не считаю. Я территории не захватывал. Войска, которые, хорошо, соседи, которые были в вашем окопе, в каком это было, кстати, области? По-моему, Харьковская. Область, наверное, Харьковская. Но Харьковская. это Что вы делали в Донбассе на Харьковском направлении? приехал на машине, я знать не знал куда. Что делали последнего момента. ваши войска, которые шли освобождать Донбасс в Киевской области, в Черниговской С области? того момента, когда я попал, даже не переходя границу в армию, я ждал конца контракта. Супер. Вы когда шли в армию, вы знали, что были бои под Киевом, под Черниговом, в Харькове? Знали. 100%. Да, конечно. Конечно, знали. Не информацию надо тут сейчас обладал. Тут рассказывать. даже спора нет. Я Знали. шоу смотрю. Вы порядочный медик. Могли себе ответить на вопрос? Мы идем защищать Донбасс, но что мы делаем в Харькове, в Чернигове? Ну, вот В Херсоне что вот вы здесь делаете? я вам скажу очень просто. Давай. Никакой информации у нас. Абсолютно. Куда мы едем, что мы едем. До последнего момента не было. Знаете, что я хочу вам сказать? Вы обманывали меня вначале. Нет. Вы пошли служить за бабки. Ну, спора нету. Конечно, Нет, вы это тоже пробовали часть рассказать несущая. идеологические моменты. Идеологически они присутствуют. Все это херня. Вы шли тупо за бабки и ждали 3 числа. Люди, которые идут защищать кого-то, они, вы же сами только что сказали, они идейные, и они не ждут конца контракта. Я уже убедился, что здесь идеи нет. В том месте, куда я попал в данный момент. Там полная дискоординация. Э, Там никакого командования не было. Там Понимаете? брод. э, Командиров нет, никого нет. Ну как это командиров нет? Вы же сказали, комбата охраняли. Я не охранял Не, комбат, ну не я в вы. лесополосе сидел. Расскажите, пожалуйста, как вас взяли в плен?
Началась бомбежка. Да. Ну, обстрел минометный, скажем так. Да. Ну, укрылись в окоп. Да. Пришли, сказали. Все. Кто пришел? Нацисты. С наклейками Нет, СС. да, даже шевронами. вроде не похож на разведку, наверное. Ну, разведка пришла. Сколько у вас было в окопе? 3 человека. В блиндаже вы были? Или в Да, окопе? да, типа блиндажа. Ну, опишите, как это было. Сходили утром, получили сигарет, ну, сколько нам положено. Мы пришли, покушали, и тут бомбардировка. Да. И все, в окоп, Забежали в окоп. да. Как были, так забежали. Да. В чем были? В тапочках, Да. так и взяли. Ну, а наши что, пришли? Сколько их было? Пришла группа. В тот момент первыми я увидел человека 4, потом с другой стороны еще люди прошли, и они были дальше. Ну, человек 15 в общей сложности. Как они были одеты? Да по-разному, ну, кто-то в бронежилетах, кто-то полегче, ну так, более легко одет. Мгм. Ну, я слова, термины не знаю, разгрузка вроде ее называют, там, типа такого, ну, полегче выглядел. А так все как обычно, спокойные люди, нормально. Спокойные люди? Вежливые человечки? Не, ну, Ваша жена не отвечает в Телеграме, хоть она есть. Будем звонить на обычный. да, если попробуете, пожалуйста. Да, это звони. самое, очень бы хотелось бы, да. Просто Телеграм. вся идейность закончилась желанием заработать денег. Я думаю, я уверен, что это так и было. Ну, я же вам сказал, даже лицом к лицу лица не увидать. Нет, оно не самое главное было. Ну, нужна была перемена. Мне лично перемена нужна была. Алло, добрый день. Да. Вас беспокоит Дмитрий, это журналист из Украины. Ваш муж Аркадий в плену. Вы с ним хотите разговаривать? Хочу. Разговор будет записан и опубликован. Привет, Алёш. Прости Привет. меня. Прости меня. Ну, как там дела? Как внуки? Да все хорошо. Ну, ты держись. С кем ты сейчас разговариваешь? С кем я сейчас разговариваю? Со мной. Я зубы, без зубов, Оль. Да не за тебя. А, журналист. Наш? Нет, ну, откуда здесь наш? Я ж в плену. Что мне делать? Поговорите нормально. Желать, что вы. попробуй просто как-нибудь сообщи Жанке, пусть она там в группу кинет. Ну как-то, чтобы обмен скорее состоялся. Вот эту движуху надо как-то поддержать. Чтобы обмен только был. Аркаш, А, я была в военкомате. ну. Они делали запрос. Только позавчера мне ответили, что с тобой все нормально. Ну вот Я видишь опять как. позвоню в военкомат. Да военкомат наш, надо тебе это самое Игоря попросить, может он значит, всё нормально? поумнее. Что значит все нормально? Какой Игорь? Ну, Машкин. Да не выдумывай, никому ты не нужен, кроме меня. Ну это я знаю. И внукам, наверное, нужно. Ну, в общем, Как с как. тобой обращаться? Нормально, Как с тобой Оль, обращаться? нормально. Все. Даже протезы я... Сколько? Ну, Сколько вас там? Не говорите чувства. мне число, ну, со мной вот взяли с воинской части несколько человек. Нет, ну это... А что наша вот Москва-то ничего не сказала? Я Москва-то... не знаю, я туда не звонила. Вот Я надо- попробую позвонить. Да, пусть к обмену готовят. Обмен, нас готовят к обмену. Ну, А что значит часть сказала все нормально? она только вчера узнала. Жена только вчера узнала. Она не знала, что вы в плену? Нет, не знала. А тебе разве не сообщили сразу, как я вот забрали? Нам сказали, что сообщили. Ты давно здесь, в плену? С 23 числа. В какого? 23-го. 23-го, Оль. Сказали, что... Я поняла, 23 августа. Да. А они что сказали? Сказали, что
что связи с тобой нет, но с тобой все нормально. Ага. Видишь как? Ну, в общем, короче, Это сейчас в позавчера. данный момент нас готовят к обмену. Вот если как-то там подсуетиться насчет обмена, ну, чтобы скорее было. И Жанка пусть в Одноклассниках сообщит, что я в плену, пусть к обмену там меня настраивает, ну, настраивает, чтобы обмен происходил. Были обмены, вот и А где все. ты, А? где ты находишься? Ой, я Где не находишься? знаю, я не могу сказать, я даже не знаю. Честно говоря, не знаю, не могу сказать. В плену он находится, В это не плену, имеет это значения. все, да. Жив, здоров, кормят, вас кормят. Да, нас это самое, отношения нормально, все в порядке. Главное, чтобы ты береги себя, держись. Прости меня, что я так все получилось. Извини. Ладно, люблю тебя, Люд, давай, все. Ты Можно? сейчас сможешь позвонить? Внукам, не знаю, это не от меня, это от Можно журналиста вопрос? зависит. Ты телефон подготовь, чтобы у нас WhatsApp был. Попробуй найди. Я в интернете. Ну, В интернете у меня. сейчас журналист, у меня Ноутбуке у телефон. меня есть вот. Телефон сейчас журналист возьмет. Давай. Интервью сможете посмотреть на канале Владимир Золкин. Там завтра, послезавтра, может на следующей неделе. Это будет доказательством того, что он жив и он в плену. А вам позавчера, я так понимаю, в части сказали, что все нормально с ним, все хорошо. Я ходила в военкомат, они делали запрос. Угу. И мне позвонили, сказали, что все нормально. Все нормально. Значит, у них просто нет сведений. Ну, он уже 3 недели в плену, а в части говорят, что все нормально. Можно вам вопрос задать? Можно. А зачем вы мужа отпустили убивать украинцев? Потому что там фашизм. Фашизм. Возвращаю трубочку мужу, пусть он расскажет про украинский фашизм. Ну, мне нечего рассказывать, абсолютно нечего. Я ехал, как ты сказал, но я ехал спасать людей. Фашизм тут есть? Я фашистского отношения к тебе не видел. По отношению к тебе. А больше я ничего не видел. На Украине я не был. Я был в окопе и вот сейчас в плену. Что с вами должны были сделать фашисты? Ну, это вопрос риторический, вы же знаете. Ну, ответьте нам. Я с женой разговариваю, я не могу одновременно на камеру и с женой разговаривать. Оль, прости, я люблю тебя. А можно? А что такое там фашисты? Что такое фашисты? Фашисты? Да, ну вот я фашист, получается. Вы что, детей убиваете? У нас детей никто не убивает. Города бомбите? У нас детей никто не убивает. Мы защищаем свою землю. От кого? От вас, от оккупантов, убийц, насильников и мародеров. Которые пришли и убивают наше мирное население. Грабят, бомбят и насилуют. У нас с вами противоположное мнение. Потому что я знаю правду, я здесь живу, и я это все вижу. А вы бомбите города, начиная с 24 февраля. Ударили ночью по 150 объектам, по мирному Харькову и так далее и тому подобное. Какие фашисты? Почему до 24 числа никакие фашисты ничего не бомбили? А 24-го неожиданно появились какие-то фашисты и стали кого-то убивать. Давайте не будем дискутировать на эту тему. Это больше вопрос к политикам, а не мне. Нет, это вопрос к вам, потому что вы отпустили своего мужа убивать украинцев. Почему вас вообще должно интересовать, что у нас здесь происходит? Ваш муж убийца, он бегал тут с автоматом. Ему повезло, он попал в плен. 53 тысячам солдат русских не повезло, российских. Они уже убиты. Я надеюсь, с моим мужем все будет хорошо. А что вы готовы сделать, чтобы с вашим мужем все было хорошо? А что вы требуете? Я ничего не требую. Я хочу всего лишь, чтобы вы банально вышли с плакатом с правдивым текстом. Мой муж в плену, поменяйте его.
Вы можете это сделать? А на кого поменять? На нашего военного. Мы это делаем для того, чтобы забрать наших военных, которые находятся у вас в плену. Все, больше нам ничего не надо. Наверное, нужно обращаться не ко мне, а к командованию. Но ваше командование вам 2 дня назад сказало, что с ним все хорошо, а он 3 недели в плену. То, наверное, ваше командование чуть-чуть врет, как и про фашистов. Ну, так а что значит, что значит возможно врет? Ваш муж 3 недели в плену. А ваше командование позавчера вам говорит, все нормально, жив-здоров, работает брат. Так может, можно сделать вывод, что кто-то обманывает? Вы в плену? Да. Ваш муж плачет, непонятно почему. Если даже банальный факт того, что он 3 недели в плену, а ваше командование говорит, что с ним все хорошо, то кто-то кого-то обманул. Вот он сидит около меня, плачет. Я вас прошу всего лишь простую вещь. Взять листик А3 формата, написать: поменяйте моего Аркадия из плена. Я вам лично обещаю, что завтра ваш Аркадий поедет на обмен. Потому что ваша армия отказывается забирать ваших солдат. Отправлять 55-летних дедушек. Кто-то, Я наверное... свяжусь с Министерством обороны. Вы запишите видео с плакатом, как вы стоите в людном месте. Нет. Я свяжусь с Министерством обороны. Это ваше право, прощайтесь, в смысле, говорите до свидания. Не сильно нужны вы своей супруге. Алёш, давай, все хорошо, нормально, я люблю тебя, все, целую. Давай, моя сладкая, все, извини. А почему вы не хотите с плакатом выйти? Вы, наверное, боитесь, что вас арестуют? Мне некого бояться. Если вам некого бояться, то... Я пойду официальным путем, как положено. Солдат пропал. Его должны искать. Военные, не я. Вам 2 дня назад сказали, что с ним все хорошо, ваш солдат. Хорошо, идите официальным путем, я думаю, может через 5 лет вы его увидите. Всего хорошего, до свидания. Я вам в Телеграм написал, если вы решите что-то предпринять, ответьте в Телеграме. Спасибо. Вы довольны? Нет, Почему? ну вы все слышали сами. Я до сегодняшнего, сейчас, до этой минуты, думал, что уже сообщили моей жене, что я в плену. Почему вы плачете? Это нервно. Да нет, это, Как вам ваша Эмоции. армия? я же сказал, бардак сейчас, а не армия. Армия это не то, что я увидел. В моих мыслях армия это что-то такое. Единственная надежда. А что? я увидел бардак. Ни связи, ни командования, ничего. Те командиры, которые назвали себя командирами и командовали мною, это не командиры. Ну кто это? Это так мусор какой-то. Я понимаю, мне рассказывали, что у вас там лейтенанты 20-летние. Да. Вы в 3 раза старше их. Ну не в 3, но В 2,5. спасибо. Нет, ну конечно, ну это глупо. Но они студенты, они звание фига нет, что они там, я не знаю, что они, деньги какие-то получают. Но они все 300-е. У нас вообще командования не было в тот момент. Все 300-е были? Все 300-е уже. Они домой съехали, то ли сами себя зафигачили. Ну, Я это не у вас помню. практикуется. Самострелы. Я не знаю, у меня нету. Не всей правды никто не знает. Да. Ну, чего ваша жена на меня так накинулась, там фашисты? Она Видите, не- вы тоже опять обманули. Она же, я вам говорю, зеркальное телевидение, зеркальное. Не-не-не. Как бы выйти с плакатом она боится. Ну хорошо. Вы извините, вы помните фильм такой был? 12 мгновений весны. Конечно, помню, там ездили с буковками В и Z. Нет. На технике. Нет, 12 Фашисты. мгновений весны. Какие там цифры? Там военных действий почти не показывали. Там все. А в тех моментах, где показывали, и видна военная техника, там были буковки В Ну, и Z. это И на шевронах были буковки В. я Я найду. все эти Чтобы- шевроны. Нет, я имею в виду 12 мгновений весны. Этот фильм-то классика. Да, я про него и говорю. Там Мюллера играл, дедушка такой. Да. Красавец же. Он фашист, но он красиво сыграл роль.
Но я его фашистом тогда, когда роль смотрел фильм, я его не называл. Понимаете, о чем я говорю? Лицом к лица не увидать. Ну как я могу вот определить человека, как я его могу... Я фашист? Если вы чего-либо фанат, значит вы больной. И если вы фанат, Не, я лично, вот мы со мной уже... у вас же есть своя правда. И вы ее знаете. Как я могу вас переубеждать? А какая у меня? Ну вот ваша жена говорит, вы бомбите мирные города. Вы думаете, Так она Украина- так же сказала, как и я сказал. Я тоже об этом в новостях видел. вы реально считаете, что украинцы могут бомбить свои города? Да. 30 Я лет так нам, считал. 30 лет нам это не надо было, а 24 числа мы начали бомбить? Как у вас это в голове помещается? Но вы решили освободить территорию. От взять- кого? Получается, не пойму, я вообще не пойму, зачем бомбить Как мирное это? население? Так вы его бомбите, а не мы. Ну мы 30 лет жили. И то потом неожиданно решили... Я побомбить. вообще служился с украинцами. В армии, в советской армии. Я служил. понял. Вы много видели нацистов? Вообще никого не было. Ну, там, все люди отличаются друг от друга, все разные. Ну конечно. И Советская армия национальности. там, да. У куча нас и нацистов, белорусы да. служили все. Да, да. Ответьте на вопрос, почему 30 лет мы жили, не бомбили, а тут начали бомбить? В общем, получается так, что я 30 лет в обмороке жил. Потому что для меня, как была, Это лучшая фраза за этот час, потому что вы, возможно, у вас будет время подумать, и вас 30 лет накачивали ваши мозги, и вы говно это ели. Вы, ваша жена, вы же садитесь каждый вечер перед телевизором Соловьева и вот Нет, это вот, нет, короче. нет, жена у меня уже фильмы смотрит, она уже телевидение, она не смотрела. Она мне в лицо Хорошо. сказала, там фашисты, и он... Ну, она иногда просматривает страницу. Я думаю, у вас есть что лично добавить? Подискутировать, может, что-то. А то получилось как-то я 70% в интервью кричал. Нет, ну, у вас своя правда. Да не, ну у меня правда... А у меня сейчас правда это мои внуки. Добавить я хочу, что желаю, чтобы всем мирного неба над землей. И все. Можете здоровья обратиться к всем. своим согражданам? Да, могу. Будьте добры. Ну, скажите им, что в Украину нужно ехать. Взять надо то. Или не В нужно смысле ехать. ехать? Ну, как вы, защищать кого-то. Быть кинутым, обманутым. Сколько вас раз бросила ваша В Украине, так как я, делать некому и нечего. Почему? Все это не организовано, все это бардак. Если было организовано, то можно ехать, воевать? Нет, воевать вообще не надо. Но защищать людей всегда надо. Защищать. Если они просят защиты. Слабо защищать. Почему гребаная Рашка не поехала в США защищать русскоговорящих на какой-нибудь там квартал их, как он там, Так это Брайтон-Бич? море же, океан. Ничего, самолетики полетели Ну нормально. это же глупо, блядь. Ну, Хорошо, почему не поехали защищать русскоговорящих в Латвию, которые там стонут? Давайте а вот здесь я вот это я не понимаю. А почему не А поехали? потому что там Латвия проголосовала так, она же жила. И мы в проголосовали. Ну, зависимости. не, почему не поехала? Вам сказать, маленькая Латвия. Так она независимость хотела, она поэтому... Она и получила, она независима. Но Ну. там есть русскоговорящие, которые кричат, что притесняют русский язык. Уже запретили в школах, уже запретили этот. Ну вот это я тоже не понимаю. А вы знаете почему? Ну что там НАТО. Но они И всегда... сработала бы статья. Они же всегда, мы сюда ездили за одеждой. Ну, не, почему вы сейчас не Блин. поехали в маленькую 3-миллионную Латвию защищать миллион русскоговорящих? Потому что вы зассали. Потому что вас бы просто растоптали бы там до Хабаровска, до Владивостока. Потому что НАТО бы, просто вся Европа с США встали бы, сработала бы, по-моему, 5 или 7 статья ихнего кодекса или статута, как оно у них называется. Ну а почему сейчас Западная Германия от Восточной отличается? Не отличается. Отличается. Вы живете Не в каком может городе? устроиться. Я вот, например, в Москве получать буду меньше, если буду работать в Москве, чем москвич. Я, Да, работник, живущий в России. да.
В Москве буду получать меньше, чем москвич. На Ну, той потому же что у вас должности. конченая страна. Так и там же тоже есть отличия. Нету там В том отличий. плане, что Западная Германия и Восточная Германия маленькая разница. Вы живете есть. в каком году? Можно? Какой сейчас год? 22-й. По-моему, Нет, вы застряли где-то в 2000-м, где забыли переключить какой-то телевизор, и вам вот этот весь, я даже не знаю этого слова, информационный бред вам пихают. У меня двоюродная сестра была замужем за немцем. И что она говорила? Ничего не говорила. Нормально Родила все? ребенка. Нормально все у нее хорошо? Родила сейчас за испанцем замужем. Ну, это ее право, что Да. хочет, то и делает. У вас мозги промыты, я надеюсь, что вы поумнеете, в 56 лет будет. Ну, по крайней мере, мои родственники, знакомые на войну не пойдут. Я всячески... Ну, вы говорю. так обратились, что идите, дословно можно сказать. Нет. Ладно, мы пошли там уже по 5-му кругу. Да,